даче, в которой я живу 5-й год. Когда я ее строил, то строители-профессионалы говорили: после зимы ты снесешь остатки куриного домика и будешь строить нормальный дом, как и все. Сперва проведу обзор дачи снаружи. Это сарайчик для садового инвентаря и всего, что не очень хочется хранить в доме. Внутри есть освещение, что очень оказалось удобным вечером. Ширина 40 сантиметров. Позже думаю сделать полочки. Стены USB-плита покрашенная, а пол из ламината. Дальше пройдемся по косякам. Видите, эта часть отличается по цвету. По ней все время лилась вода, так как не сделал отливы. И первый год доска набрала воду и вздулась. Исправили за пару часов, перешурупил несколько досок. Но следы остались неприятные. По-хорошему нужно было бы заменить в будущем. Думаю сделать отдельный ролик, где разберу эту часть дома, чтобы увидеть, в каком состоянии утеплитель. Плавно переходим к части, которая волновала всех, включая меня. Свисающий второй этаж. Как говорили строители, зимой из-за тяжести снега дом сломает. Вот и зима. Очень снежная. Как видим, все в порядке. На крыше снег почти не собирается. Внутри дома также все хорошо, хотя снега очень много. А вот на первом этаже доска, что на потолке, набрала влаги, ее выгнула. По весне я немного подрезал доску, и последующие годы было все хорошо. Важно еще понимать конструкцию дома. Основа тут металлический каркас. Благодаря этому у него хорошая жесткость. Еще момент, который волновал. Доски, которые непосредственно соприкасаются с землей, они в хорошем состоянии. Видимо, пропитка дает свои результаты. Как строился дом? Был только эскиз, с которым я ходил по строительным фирмам, и мне почти всюду отказывали из-за невозможности строительства подобного объекта. Но одна фирма все же согласилась за $8000. Они построили дом на своей базе, я приобрел участок. Предложили вариант поставить дом не на фундамент, а вот на такую ферму, которая просто лежит на земле, с множеством опорных точек. Далее за день привезли на трейлере дом и установили. В таком виде я его получил через месяц после заказа, естественно без отделки. Потом за 3 месяца с приятелем сделали отделку дома. Подвели воду, электричество с громотводом, вырыли колодец под канализацию, поставили забор, ушло еще около $10 000. Прожив в доме пару месяцев, стало очевидно, что места в нем мало. Решил самостоятельно строить второй этаж, обратился опять же к своему приятелю. По аналогии с первым этажом каркас сделали из металла. Только металл-профиль брали на треть толще, чем на первом этаже. И согласно прочитанной информации на форумах, как нужно строить, сделали второй этаж. Внутренние стены сделали из цементно-стружечной плиты, покрасили наружные доски и закрепили. На крыше первого этажа сделали раму, которую соединили с металлом первого этажа. Далее вызвали кран и за день поставили второй этаж. Через пару дней привезли и окна. Внутри дома вырезали проем под лестницей и сварили ее. Ну и отделка второго этажа. По стоимости он обошелся 6000. Это материалы с отделкой. По времени заняло 3 месяца. Теперь приглашаю вас в дом. Дом отапливается этим камином. Как показало время, он слишком мощен для этого дома. И если переборщить с дровами, становится очень душно. Даже стекло лопнуло. Все время забываю заказать новое стекло. Дождусь прохладных дней и запишу видео с показаниями до и после работы камина. Это кухня. В нижнем шкафчике небольшой холодильник встроен. Теперь об освещении дома. Тут нет привычных светильников. Всюду проведена светодиодная лента с регулятором мощности. Очень практично. Правда, из минусов слышен свист трансформатора, поэтому я спрятал позже их в этот шкафчик. Так меньше слышно. Над столешницей в кухне тоже диодная лента, и все электричество распределено на 5 автоматах. Очень важная вещь в доме — охрана. Это автономная сигнализация, которая работает от батареек 6 месяцев и шлет сигнал тревоги на телефон вместе с фотографиями. Несколько лет назад тут были гости, за которыми я вызвал наряд полиции. Также есть вторая система охраны. Она получше, но работает только тогда, когда есть электричество, а тут его зимой часто отключают. Это санузел. Небольшой, но когда я его проектировал на компьютере, он мне казался больше. Пришлось ставить самый узкий умывальник, в котором не очень удобно умываться.
Стены из цементно-стружечной плиты, которая мне очень нравится по фактуре, напоминает голый бетон. Душем очень доволен. А вот с перегородкой я намучился. Готовые решения стоили нереально дорого, поэтому я заказал каленое стекло сюда 10 мм и заодно для камина. Обошлось $150 и закрепили на специальные зажимы для стекла, а готовые решения стоили в раз 5 дороже. Плавно переходим на второй этаж. Отделка по материалам такая же, как и на первом этаже. Пол ламинат, потолок деревянная рейка, а на стенах обои. Это любимая лежанка для задумчивости с красивым видом. Рабочее место, за которым монтируется ролик, и кровать. Компактно, но места хватает на все. Тут сделал шкафчик для уличного матраса, а рядом другой для мелочевки. Теперь терраса. Дверь на террасу сдвижная, а не распашная, что очень удобно, но стоило неприлично дорого, кажется $900 из-за механизма. Места тут довольно много, и открывается хороший вид на участок. Доска на террасе после 4 зим в отличном состоянии, а то говорили, будешь каждый год перестилать ее. Перила деревянные, а конструкция металл, который связан с рамой дома. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу. Благодарю за просмотр.